Всем привет, с вами Алексей Сипачевский. Я эксперт по настольному теннису и особенно по инвентарю для него. В этом видео я сравню три основания защитных от фирмы Red Plus Black. Это Казак C, Казак D и Казак DS. Так как эти основания вызывают много вопросов, они на первый взгляд выглядят по характеристикам очень похожи, но в то же время они заметно друг от друга отличаются. Вот я и хочу рассказать, в чем же у них отличие и на какой случай жизни, какое из них стоит предпочесть и на чем остановить свой выбор. При этом напоминаю, что всякие характеристики, свойства, вес, длина ручки, длина лопасти, ширина, толщина и вот это вот все эти детали смотрите, пожалуйста, у нас на сайте, а также и качественные фото в разных ракурсах, так как в этом рассказе и так много всякой информации я запланировал, и еще и на это время тратить не буду. Я буду рассказывать о том, чего на сайте нет и что не указано в характеристиках, а вот эти все детали смотрите у нас на сайте. Итак, Казак C, Казак D и Казак DS. Чем эти три основы друг от друга отличаются и на какой случай жизни какую из них лучше выбрать? На вид, если смотреть просто на характеристики, может показаться, что они довольно похожи. У них толщина в районе 5,5 мм у всех трех. У них примерно одинаковый размер лопасти, там плюс-минус совсем чуть-чуть отличаются. Вес отличается друг от друга, но не очень сильно. Характеристики там по скорости примерно одинаковые. В чем же разница? Напомню, что Казак C, буква C тут означает английскую C, первую букву слова combination, и называется оно комби. Это значит, что у него разные свойства сторон. Одна сторона у него с карбоном, другая без. Тогда как Казак D и Казак DS имеют симметричную конструкцию, у них карбон с двух сторон и там, и там. Для начала скажу, чем Казак C сильно отличается от двух других. У Казака C гораздо более мягкое чувство и больше задержка мяча. За счет этого у него контроль самый высокий из них, ну и вообще у него очень высокий контроль. За счет того, что Казак C мягче и с большей задержкой мяча, при пассивной игре шипами у него меньше эффекты, чем у двух других. Для создания больших сложностей сопернику тут нужно рассчитывать не на то, что там эффект сам создастся, а на свои активные действия, на свои собственные вариации вращения, траектории. В общем, нужно более активно обрабатывать мяч, а повышенный контроль даст возможность сделать что-то более сложное. Напомню, по скорости все эти три основания примерно одинаковые. И суть отличия Казака C от двух других в том, что у него самый высокий контроль и при этом самое мягкое чувство и задержка мяча выше. А что касается его комбинированности, то есть того, что у него стороны разные, одна с карбоном, другая без, тут разницы по скорости между сторонами практически нет, как это обычно и бывает у оснований подобной конструкции, где нету какого-то особого демпфирующего слоя, который даст возможность дополнительно замедлить более медленную сторону. Я подробно о том, как устроены комбинированные основания такого типа, рассказывал в обзоре на Barna Combination. Можете его посмотреть, послушать, там более подробно. Ну а сейчас краткая суть. По скорости разницы между сторонами нету. Разница между сторонами чисто в свойствах. Сторона, которая без карбона, она еще мягче, чем сторона, которая с карбоном. И задержка мяча у нее, соответственно, больше. Но напоминаю, по скорости разницы между сторонами нет. Так что эту разницу по свойствам между сторонами можно использовать для того, чтобы подобрать, какая из ваших накладок на какой стороне лучше играет. Я рекомендую при использовании
подобных комбинированных оснований всегда пробовать ваш комплект накладок и на той, и на другой стороне. Разработчики оснований часто пишут, что вот эта сторона предназначена под бэкхенд, а вот это под форхенд, или вот это предназначено под гладкую, а вот это предназначено под шипы. Я с этим не согласен. Я рекомендую пробовать ваш комплект и так, и так. Это немного времени и сил занимает попробовать и так, но зато можете неожиданно узнать, что в ваших руках с вашим комплектом оно играет лучше не так, как там что-то назвал разработчик, а вот так, как вы попробовали и нашли сами. Потому что то, что рекомендовал разработчик, это какие-то его абстрактные соображения, а в вашем конкретном случае, в ваших конкретных руках, оно может лучше играть вот так, а может и наоборот. И я считаю неразумным это не проверить и не использовать. Теперь про Kazak DS. Оно пожестче, чем Kazak C, хотя и помягче, чем Kazak D. По весу оно самое тяжелое из них. Ну, обычно в среднем, я имею в виду. Так, экземпляр от экземпляра разброс какой-то всегда может быть. Вот. Ну, а по целевому предназначению у меня сложилось впечатление, что Kazak DS лучше всего использовать либо для игры двумя гладкими в стиле Николая Тельнова или в каком-то похожем, потому что на этом основании даже очень жесткие китайские накладки и стоящие в паре очень хорошо играют, и поэтому очень удобно защищаться таким комплектом, так как жесткие китайские накладки, подобные тем, которым Тельной играет, очень хороши в защите, но при этом, если умеешь мощно атаковать, то и атака очень злобная получается. Мощь топ-спина ограничена только способностями владельца, а летит очень мощно, несмотря на то, что основание как бы и к защитным относится. Также эту основу хорошо использовать для классической защиты с длинными шипами на губке. Ну а вот насчет игры у стола с длинными шипами ОКС, с короткими шипами, у меня сложилось впечатление, что эта основа будет не самый оптимальный выбор. Но если вы пробовали ее в таком варианте и у вас другие впечатления, то напишите в комментариях обязательно, мне интересно это знать. И теперь про Kazak D. Kazak D самая жесткая по чувству из этих трех основ, с жесткими китайскими накладками, как и Kazak DS, великолепно работает тоже. Хоть одну можно, хоть две ставить. И сильно очень отличается Kazak D от Kazak DS тем, что очень хорошо с самыми разными шипами работает, в том числе в ближней зоне, и с длинными шипами ОКС, и с короткими шипами, и с длинными шипами на губке, в общем, с самыми разными. Очень хорошие эффекты, и контроль тоже при этом очень хороший. Контроль уступает Kazak C, но зато эффекты намного злобнее, чем у Kazak C и при пассивной игре, и при активной игре. То есть, если именно для игры у стола с шипами выбирать, то я в первую очередь рекомендую Kazak D. Ну, правда, эта рекомендация больше относится к более подготовленным и более техничным игрокам. Если начинающему теннисисту, то, возможно, Kazak C будет лучше за счет более высокого контроля при той же скорости. Но вот именно Kazak D при игре с шипами у стола это просто великолепнейшее сочетание. Причем как для пассивной игры, так и для активной. Для классической защиты Kazak D подойдет не хуже двух других. Ну, в общем, очень хорошо подойдет, если сказать кратко. А если говорить про разницу Kazak D и Kazak DS, кроме того, что я уже сказал о шипах, то у Kazak D лучше атакующие возможности, а у Kazak DS чуть лучше защитные возможности. Это что касается классической защиты, либо игры в стиле Николая Тельнова.
Кстати, про Николая Тельнова. Уже давно вы могли видеть, что он играет казаком ДС, но последние несколько месяцев он играет не чисто казаком ДС, а чередует иногда казак Д, иногда казак ДС, смотря что ему больше в данный момент нужно. Чуть больше контроля в защите или чуть больше мощи в атаке. Комплект накладок он ставит один и тот же. У него там, как он давно подобрал себе туда, Big Dipper 38 направо и Юпитер 2.40 налево, и то на максимальных губках. Так он этим и продолжает играть. Кстати, про казак С для стиля Николая Тельнова. Эту основу мы с ним тоже тестировали, и она тоже для такого стиля подходит. Просто Тельной выбрал себе то, что ему еще лучше подходит, а именно DS и затем D добавил. Но подчеркиваю, казак С для такого стиля тоже вполне подходит. Напоминаю, что посмотреть детальные характеристики, размеры ручек, лопасти, там, толщины, длины всего, что можно, вес, все эти детали я не буду в ролике тратить на это время. Заходите на наш сайт, смотрите все это не спеша в удобном вам режиме там, вместе с качественными фотографиями и всем, чем еще нужно. А теперь подведу итоги, скажу выводы для тех, кто, может быть, не слушал весь ролик целиком, а тыкнул сразу в окончании выводы. Какое основание для чего? Казак ДС. Для защитного или универсального стиля двумя гладкими или для классической защиты с шипами на губке. Но для игры у стола всяческими шипами лучше выбрать С или Д. Казак С. Самая контрольная из них, самая мягкая по чувству, с самой большой задержкой мяча. Можно и для классической защиты, и для игры в стиле Николая Тельнова. Но в игре у стола от шипов, особенно от длинных шипов ОКС, эффект будет меньше, чем у казака Д. И если брать для такого стиля, то нужно более активно играть самому, а не рассчитывать на пассивные эффекты. А казак Д — это максимально злобные эффекты от всяческих шипов при игре у стола. Хотя оно великолепнейшим образом подходит и для классической защиты, и для игры в стиле Николая Тельнова. То, что я подчеркиваю у казака Д, самые злобные эффекты от шипов при игре у стола, это не значит, что его нужно только в таком стиле использовать. Это я просто подчеркиваю одну из его самых сильных сторон. А так его можно использовать по-всякому, по-разному, и оно и в классической защите, и в стиле Тельнова тоже очень хорошо себя проявляет. Кстати, чуть не забыл и про антиспин сказать. На казаке Д я изрядно поиграл тянущим антиспином Джанго от Dr. Neubauer. Антиспин на этой основе тоже очень хорошо работает, вот такой. Можете поиском по каналу по ключевому слову Джанго поискать видео и обзоры этого антиспина и там увидеть много деталей и подробностей, как этот антиспин там играет. Я тестировал и в защите в дальней зоне, и в игре у стола, и в атаке. В общем, по-всякому, по-разному. И от антиспина тоже эффекты очень хорошие и работает контрольно. Вот стеклянными антиспинами я не играл. Если вы играли на казаке Д или на какой-то другой из названных основ стеклянными антиспинами, напишите, пожалуйста, об этом, что у вас получилось. Мне очень интересно. На этом буду заканчивать. Надеюсь, это видео было вам полезным. Напоминаю, что все вышеназванные основания есть у нас в магазине. И мы работаем по всему миру. В смысле, делаем доставку по всему миру. Так что можете заказать из любой страны, где бы вы ни находились. И также напоминаю, что у нас в магазине сейчас есть большая распродажа, и в ней тоже много всякого интересного. И загляните в нее, тоже рекомендую. Да и вообще в любой момент, когда вам что-то нужно, заглядывайте в наш магазин. Для меня это лучшая благодарность, когда вы
в моем магазине что-то покупаете. С вами был Алексей Сыпачевский. Пока.